Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы выполняем мини-проект по уложенным циклам. Начнем с того, что нам нужно вообще сделать. Нужно создать вот такой input и кнопку. Когда я вписываю что-либо в этот input, например, 5, при клике получаю вот такой вот результат, где у нас есть, видите, рост циферки от 1 до 5 и внутри перечень цен. Типа 11, 21, 31, 41 и так дальше. Если бы я вписал, например, 9, то при клике получил бы уже вот так вот. Или 2, вот так. Главная задача — реализовать данный вывод. Хорошо. Условия мы услышали. И начну я с того, что перейду к нам в JS, к такому же, как у вас будет изначально. Ставлю вот так вот комментарием, что вообще нам нужно вывести. Окей. Задача довольно большая. И первый этап, с которого бы я начал, это вывел бы вот эти вот знаки долларов. Мне для этого изначально потребуется цикл, который будет работать от 1 до той цифры, которую я впишу в поле ввода. Поэтому я делаю переменную I равняется 1, I плюс равно V, то есть до того числа, которое я впишу, с итерацией I++. Вот так. Внутри уже в этом цикле я делаю res плюс равно, значит, знак доллара. Это вот так вот у нас будет. Плюс I и плюс BR. Посмотрим, что получается. 6. Клик. Ага. Уже лучше. Намного лучше. Чтобы нам было потом удобней, я перепишу вот эту запись в шаблонные литералы. Если вы помните, не пугайтесь, это звучит так сложно, но это вот такие вот косые скобочки. Значит, знак доллара. Дальше прописываю вот такую специальную конструкцию, помните? Знак доллара и фигурные скобки. И внутрь передаю I, тут переменную нашу. И также в самом конце BR. Окей, по итогу пишу, проверю. Да, вот это прям то же самое, что и вот это. Решение тут я буду прописывать с помощью шаблонных литералов, просто потому что на данный момент мне так удобней. Если вы будете прописывать таким подходом, вот таким, абсолютно правильно, так тоже можно. По факту один и тот же ответ получится. Окей. После того, как у нас получилось сделать вот такой вывод, нам нужно переходить дальше. И дальше это вот эта вот скобочка. Хорошо. Я добавлю ее вот так вот сюда. То есть после отступа как раз. При такой записи уже получается вот так. Я добавил знак доллара, скобочку, и после скобочки уже начинается вот эта конструкция. Эту конструкцию реализовывает вложенный цикл, который по виду работает 5 раз. Я тогда добавлю наш вложенный цикл. Ранее я его копировал, чтобы было быстрее. Это у нас вот эта штука. Тут вложенный цикл, который работает от 1 до 5. В этом вложенном цикле я опять же буду перезаписывать наш res. И что нам нужно сделать? Нам нужно, давайте, знаете, как я сделаю, чтобы нам было удобнее. Придумаю нам доп. Задачу и попробую везде вывести $11. Это вот так вот и 11 с отступом, не забываем. При таком клике уже что-то получше, но все равно как-то не сильно читабельно. Это потому, что после вот этого нужно также добавить отступ. Поэтому, когда внутренний цикл закончит работу, я добавляю BR,
отступа на следующую строку. Хорошо, проверяем. Так-то получше. Не хватает еще чего? Скобки. Вот тут вот. Я ее добавляю. Проверим. И отступ между вот этими вызовами должен был быть больше, поэтому я скопирую BR и поставлю его дважды. Ну, типа 2 отступа. Проверим. Мгм. Отлично. Этот вызов уже максимально приблизителен к тому, что нам нужно сделать. Заметили, кстати, даже в этом проекте я добавил специально подзадачку, чтобы нам было легче, чтобы мы понимали, от чего отталкиваться. Потому что сразу сообразить и поставить вот это трудно. Трудно на любом уровне знаний. То есть, если человек даже очень хорошо знает, вот прям сходу вот так вот, он может не написать. Но если мы сделаем доп. Шажок, как мы, вот такой вывод, уже проще, уже понимаем, что вот, в принципе, есть начало, и нам там осталось еще немножечко. Хорошо. Эти цифры должны быть плавающими. Я смотрю, что они начинаются как 10, 20, 30, 40, 50. Мгм. Я, значит, думаю в голове, а если я сделаю цикл, который работает не от одного, а от 10 и до 50, но с шагом не один, а 10, получается, если я вот тут вот, давайте я также шаблон реферала напишу, то есть косые кавычки, знак доллара, еще раз знак доллара и плюс А пробелом. Так вот, если я сделаю уже вот так вот, то при вводе какой-либо циферки я получаю вот такой результат. Он намного лучше идет, видите? Этот вариант ответа еще ближе к нашему, который нам нужен был. Что я только что сделал? Я разбил задачу не на одну подзадачу, а уже на две. То есть сначала просто вывод, потом более умный вывод, вот как сейчас, и у меня получается вот такая конструкция. И мне осталось что? По факту как-то вот это вот циферки увеличивать. Когда я начинаю всматриваться, я думаю про то, какой тут вообще алгоритм работы. Я вижу, что при первом вызове внешнего тут везде циферка 1, при втором в конце двоечка, если был бы третий вызов, там была бы троечка. Я понимаю, что итерация внешнего цикла как-то плюсуется к вот этому. Мгм. Тогда я попробую так и прописать. А плюс I. Сделал изменения, пишу, например, 5, клик, работает. Это уже, ну, по факту, грубо говоря, правильный ответ. Внимательный зритель также скажет, что «а ты пробел забыл вот тут в начале». Я его добавлю, и добавлю я его вот тут вот. Ну, то есть вот сюда, в самый конец. И при таком вот обновлении, когда я впишу, например, 3, это уже правильный ответ. Окей, вывод мы сделали, работает уже визуально отлично, но по задаче этого недостаточно. Нам нужно добавить еще какую-то логику, которая будет блокировать вызовы нашего цикла, если я написал, например, цифру больше 10 или меньше 1. Хорошо. Если мне нужно сделать данную операцию, значит мне нужно добавить if. Ну, типа условие, когда цифра в диапазоне и когда она больше или меньше этого диапазона. Я прописываю условия, где мне нужно взять наше входное значение и узнать, во-первых, больше равно ли оно, чем 1, и также меньше равно ли оно, чем 10. Я смотрю, что мне нужно объединить два условия в один if. И если мне нужно объединять два условия, то нужно поставить какой-то вспомогательный оператор вот сюда. В обоих случаях, значит, если левое и правое выражение true,
только тогда отрабатывай. Мне такая логика нужна. Ведь если цифра будет меньше диапазона или больше, то все, это ошибка. Значит, оба true. И если это оба true, я использую оператор if. Вся моя конструкция вот эта закидывается внутрь вот так вот. Ну, типа, если наше условие подходит, то выполняй эту задачу. Хорошо. Проверим, как это работает. Пишу в поле ввода нормальную цифру 6. Работает. Пишу что-то неадекватное. Не работает. Ну, потому что условие не прошло. Окей. Но нам нужно выводить ошибку, ну, типа, если цифра не в этом диапазоне, вот эту. И для вывода этой ошибки я добавлю else. То есть, если условие будет false, не подходит описанию, то я возьму эту переменную и вот так вот ее выведу. Ну, по факту всю эту конструкцию. Окей. Проверяем. 4. Ок. 45. Отлично. Ошибка. Цифра поменьше, минус вот что-то такого плана. Тоже не работает. Так? А так работает. Прекрасно. Вот мы и выполнили нашу домашку. В процессе выполнения это, ну, довольно сложная конструкция, поэтому, если вы не написали ее, тут вообще ничего страшного. Все-таки вложенные циклы, шаблоны, литералы, все вместе и так много, легко запутаться. Если вам такое сложно пишется, то хотя бы механически запомните, как это решать. То есть что вы делаете? Смотрите то, как я это делаю, пишите сами, проверяете, что все работает успешно, потом у себя затираете, пытаетесь написать заново. Если в какой-то момент, ну, ступор, не получается, подсматриваете и решаете дальше. Такой вариант в этой задаче тоже подойдет. Он будет очень полезен. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.